Привет, внученька! Чем это ты так занята, что я еле тебе дозвонился? Здравствуй, дедушка! Прости, я так увлеклась одним исследованием, что ничего вокруг не замечала. Прямо заинтриговала. Что это тебя так увлекло? Ой, дедушка, в последние годы столько новых открытий и изобретений. Вот я и подумала, а что, если машину времени уже изобрели? Вдруг я все пропустила, а мне такая машина крайне необходима. Зачем? Ну, очень хочется заглянуть в свое будущее. Кем я буду по профессии, как сложится моя жизнь, каким человеком я стану. Вот уж удивила. Но для этого совсем не нужна машина времени. Достаточно того, что существует так называемый эффект бабочки. Ух ты! Первый раз о таком слышу. Но название очень красивое. Главное, чтобы не был эффект бабушки. А то я помню, каким круглым вернулся соседский кот Барсик после того, как летом гостил у бабушки. Эффект бабочки – это идея о том, что небольшие действия или выборы могут иметь далеко идущие последствия. Примеров этому много, но мне сейчас вспомнилась жизнь Иисуса Навина. А он здесь при чем? А ты знаешь, кто такой Иисус Навин? Ну, конечно. Он завоевал город Иерихон. Хорошо. А кем он был? Военачальником. И не только. Он стал вождем израильского народа после смерти Моисея. Но до этого мы несколько раз встречаем его имя на страницах Библии. Может, ты вспомнишь, где еще написано о нем? Если я правильно помню, Иисус Навин и его друг Халев были выбраны вместе с 10 другими мужчинами, чтобы пойти в разведку в землю обетованную. Молодец, Эля. После 40-дневного исследования разведчики вернулись и сообщили: земля, которую мы осмотрели, действительно хороша. Она очень богата и плодоносна, но люди, живущие там, великорослые и сильные, а города укреплены и неприступны. Это очень напугало израильский народ. Но я помню, что Халев и Иисус Навин были не согласны с другими разведчиками. Верно. Они сказали народу: действительно, земля, которую мы исследовали, чрезвычайно хороша. Если мы не будем восставать против Господа, Он ведет нас в землю обетованную и даст ее нам. Только не бойтесь, жителей той земли, потому что Господь с нами. Но израильский народ не верил, что сможет победить. Богу очень не понравилось, что народ Израиля сомневался в его помощи. Да, Бог уже много раз показывал им, что для Него нет ничего невозможного. Но они опять не доверяли Ему. Поэтому Бог рассердился и наказал израильский народ, заставив ждать еще 40 лет, прежде чем войти в обещанную землю. Бог сказал: поскольку Иисус Навин и Халев имеют иной дух и всем сердцем следуют за мною, я приведу их в землю обетованную, остальные же, все, кто старше 20 лет, должны будут умереть в пустыне. Так и было? Да, это обещание исполнилось. И эта история про разведчиков не первая, в которой упоминается Иисус Навин. Неужели? Но я не помню, где еще о нем говорится. Впервые о нем написано в книге «Исход» в 33 главе в 11 стихе. История Иисуса Навина начинается с того, что он был учеником Моисея. Он поклонялся Богу рядом с тем, с кем Бог говорил лицом к лицу. Никогда не думала, что он был учеником Моисея. Да, Иисус Навин отличался необыкновенной верностью по отношению к своему учителю. Например, когда Моисей 40 дней и 40 ночей находился на вершине горы Синай без еды и воды, получая закон Божий,
Иисус Навин все это время ожидал Моисея у подножия горы. Дедушка, но при чем здесь эффект бабочки? Дело в том, что наши небольшие действия или выборы могут иметь далеко идущие последствия. Откуда у Иисуса Навина взялась мудрость и все те качества и способности, которые помогли ему стать великим вождем израильского народа? Будучи еще подростком, Иисус Навин предпочел учиться у Моисея. Пока его сверстники играли, он проводил время при скинии, учась поклоняться Богу и помогая учителю. Пока ровесники Иисуса Навина проводили время с друзьями и засматривались на девушек, он обучался военному мастерству и приобретал навыки лидера. Это был его сознательный выбор. Все это впоследствии сформировало Иисуса Навина как великую личность и вождя израильского народа. Друг, я поняла, что мне не нужна машина времени. Я уже сегодня могу изменить свое будущее. Проявляю трудолюбие, вкладывая свое время в учебу, принимая правильные решения и доверяя Богу.